Здравствуйте, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я хочу с вами связать теплую шапку с таким вот узором для вязания. Я взяла вот такую пряжу. Это пряжа Ланоса Альпакана. Ее метраж 130 метров на 100 грамм. Цвет это 3000, ну он чисто белый. Состав 35 шерсти, 40 акрила, 25 альпаки. Рекомендуемая плотность вязания 13 на 17. 13 рядов на 13 петель на 17 рядов. Я вяжу спицами, значит, набираю шестерочкой. Рекомендуемые спицы у производителя 6 и 6,5. Значит, я резинку вяжу шестерочкой, а дальше уже оставшуюся шапку тулью вяжу 6,5. Для набора у меня спицы на леске. Вы можете набирать любыми спицами, которые у вас есть, подходящего размера. Также потом я после набора перехожу на вот такие спицы. Просто у меня других спиц такого размера нет. Вы, соответственно, можете вязать, например, Magic Loop'ом. Если бы у меня была подлиннее леска, я бы так и делала. Или, может быть, у вас есть подлиннее спицы. Расчеты. Расчеты наши все. Значит, я беру за основу размер моей головы. Значит, для шапок с одним отворотом, ну, точнее, это получается без отворота. Для шапок без отворота я беру размер поменьше, 56 сантиметров. Для шапок с одним отворотом я беру 58, потому что там нужно еще будет, чтобы хватило на растяжение отворота. Чтобы шапка не давила, нужно брать побольше. 56 сантиметров. Значит, плотность у производителя указана 13 петель на 17 рядов. Значит, нам нужно набрать 13 умножить на 5 и 6. Это у меня получилось 72 и 8. 72 петли будем набирать. Эти 72 петли отлично делятся на 4, потому что у меня будет резинка 2 на 2. Вот я уже здесь это написала. Вязать я буду 10 рядов резинки. И потом, после 10 рядов, я перехожу уже на узор. Вот такие вот шахматки идут сначала, а потом такие уже пореже шахматки. Здесь узор делится на 2, 72 у нас отлично делится на 2. Здесь узор делится на 4. Вот. 72 у нас делится на 4. Потом идет ряд просто, если у нас основная фоновая пряжа это черная, значит просто ряд черной пряжи. И дальше начинается узор сам с этой розой. В узоре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 75 у нас на 14 не делится. 14 петель. Но зато хорошо делится 70. То есть в этом ряду, вот где у нас просто один цвет, нужно сократить 2 петли. Пишем сократить 2 петли. И получится 70 петель, и можно будет вязать
узор. Значит, узоров этих у нас получается 5 повторов в итоге. 70 делить на 14 получается 5. После того, как провязали узор, вот он здесь заканчивается, у нас получается... Значит, здесь у нас 10 рядов, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. 10, здесь 5, 15 и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, сбилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И узор у нас 15 рядов. Всего получается 30 рядов. Глубина шапки у меня, где-то я писала тут, глубина 48 сантиметров, делить на 2, 24 сантиметра. То есть я взяла от уха до уха, точнее от мочки до мочки, померила через макушку, приложила сантиметр и получила 48 сантиметров. Вот у нас получается как бы шапка, вот это вот 48 сантиметров все дело. И чтобы узнать высоту, нам нужно поделить на 2, это получается 24 сантиметра. То есть глубина шапки у нас 24 сантиметра. В 24 сантиметрах у нас получается 24 умножить на 1,7, получаем 40 рядов. Всего должно быть до макушки 40. Значит, тут я сколько написала? 30. И еще здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь получается 40. Из этих еще 10 рядов, 40 минус 30 же получается 10 рядов, и из этих 10 рядов еще 4 ряда, можно 3, я даю на закрытие макушки. Значит, суть в чем? Вот после 36-го я начинаю закрывать 2 вместе, каждые 2 петли вместе. Здесь у нас становится в 2 раза меньше петель, потом просто провязываю и еще раз 2 петли вместе, и еще раз провязываю, и все, и закрываю, макушечку, просто стягиваю ниткой. Вот у нас как бы это такое уже дураковаляние. Типа вот так вот закрывается у нас потихоньку макушка. Вот, в общем-то, и все нехитрые расчеты на самом деле. Приступаем к вязанию. Набираю я черной нитью. Почему я не взяла нить другого цвета, чтобы вам было видно? Ну, дело в том, что я собираюсь все-таки эту шапку носить, я ее вяжу больше для себя. За что прошу прощения, конечно. Но все вещи, которые я вяжу их не просто на камеру, а потом выбрасываю, а я их действительно использую в жизни. Поэтому я работаю с теми материалами, которые я буду использовать. Набирать край я решила не стандартным своим способом на 2 спицы с длинным концом. Вот я подсмотрела способ набирать на 1 спицу. Вроде бы как это называется английский набор.
мне понравилось. Делаем затягивающуюся петлю. Надеваем на спицу, затягиваем немножко. Теперь из-под низу вводим спицу и накидываем нить сверху и провязываем. Смотрите, чтобы петля, которая у вас получается, не была перекручена. И опять-таки из-под низу продеваем и захватываем. Провязываем. Это все делается на самом деле быстрее. Просто на камеру я делаю это все медленно. А вообще это очень быстрый набор. Я сама ему только что научилась. Поэтому тоже мне приходится думать, пока я набираю. Ещё мешает кончик. Вот. Так. Если вам кажется, что я все равно делаю быстро, у YouTube есть такая функция. Там, по-моему, под колесиком можно замедлить видео. В четверть раза, в половину. Вдвое. И смотрите, вы когда затягиваете на этой спице петлю, вы тоже следите, чтобы это не происходило на кончике, потому что будет слишком туго. Вы просто получите тугой край. Вот такой вот увлекательный набор, мне кажется. Если приловчиться, это вообще. И не нужно думать, какую длину нити брать, там что-то считать, отмерять. В общем, всего нужно набрать 72 петли. Теперь в моем случае мне нужно распределить петли на 4 спицы. 72 петли делить на 4. 72 петли делить на 4. Вот я перераспределила петли. Теперь нужно соединить это все в круг. Смотрим, чтобы ничего не перекрутилось. Вот у меня все петельки смотрят вовнутрь. Все, что я набирала. Теперь нужно соединить в круг. Значит, у меня на этой спице 19 петель. Я беру, переношу первую петлю на спицу. Так вот, поддеваю. И через нее переношу последнюю. Так вот, снимаю. И все, и затягиваю. И обратно ее возвращаю на спицу. Итого у нас получается по 18 петель на каждой из спиц. Вот так вот это выглядит. Далее вяжем 10 рядов резинки 2 на 2.
Вот 10 рядов резиночки я провязала. И вот такой край получается после набора. Вот. Он вообще не стягивает резинку и смотрится очень аккуратно. Даже можно сказать, тут какая-то косичка получается. Может, полукосичка. В общем, край получается очень хороший. Вот я провязала резиночки 10 рядов. И теперь начинаем вязать рисунок. Такая вот шахматка, чередуется черный с белым, петля через петлю. И в этом же ряду нужно сменить спицы на более большой размер. То есть у меня это на 6,5. Берем спицу, провязываем одну петлю и берем белую пряжу, или какая у вас там, контрастная какая-нибудь, и провязываем и продолжаем. Одна черная, одна белая, одна черная, одна белая, одна черная, одна белая. И не забывайте проверять натяжение нити, чтобы не было слишком нить изнутри натянута. Иначе у вас будут петли просто разных размеров, и смотрится это некрасиво. Обычно, если нить с изнанки слишком натянута, то белые петли становятся меньше и теряются на фоне. И так вот вяжем до конца ряда. Следующий ряд вяжем наоборот. Если начинали с черной петли, с черной пряжи, то теперь начинаем с белой. И опять-таки весь ряд чередуем. Так, вот второй ряд тоже уже готов. Теперь мы переходим к третьему ряду. Здесь вяжется 1 через 3, уже более такие редкие шахматки. И смотрим, если первая петля у нас белая, тогда нужно здесь начинать с черной. С черной, потом меняем на белую, 3 черных, белая, 3 черных, белая. Вот так идет. Черная, первая, белая, белая, 3 черных. Раз, два, 3, белая,
Раз, два, три. Старайтесь поддерживать петли примерно одинакового размера. Не очень это просто, но такой залог успеха вязания жаккардов. Закончили спицу и так немножко расправляйте. И вяжем до конца ряда. Теперь вяжем 4-й ряд. Он у нас чередуется наоборот. То есть, что я хочу сказать. Здесь у нас 3 черные, белое, 3 черные, белое. Пришло время вязать вот этот вот 5-й ряд. Этот ряд вяжется одним цветом, черным, и в нем надо сократить 2 петли. Из 72 нам нужно получить 70. Для того, чтобы вписаться в этот рисунок. Сокращать я их буду по бокам. Просто провяжу 2 петли вместе. И в результате этого у вас будет на одной спице 17 петель, на другой 18. И также на другой спице 17, на другой 18. И теперь приступаем к вязанию рисунка. Смотрим. Первый ряд у нас 14 петель. И первая петля у нас контрастного цвета. У меня это белый. Я беру, провязываю белым. И далее 13 петель идут черным. Раз, два, 3, 4. Так как здесь получается длинная протяжка, нити нужно перекрещивать. Поэтому вот я перекрестила. И опять. Раз, два, 3, 4. Эти протяжки не должны быть слишком длинные. 3-4 петли как раз то, что нужно. Так, 8. Опять перекрестила. Раз, два, 3. Снова перекрестила. Вот, 13. 12. И вот это будет 13. И вот так вот на обратной стороне смотрятся эти протяжки. И теперь 14 петля белая. Дальше. Раз, два, 3. Тут нужно быть внимательным, потому что спиц 4, а повторов 5. Поэтому приходится... Будем считать, что это установочный ряд, и приходится считать. Вот, раз, два, 3. Так, и теперь переходим на следующую спицу. Тут нужно быть внимательным, потому что петель... Потому что спиц 4, а повторов 5. Поэтому будем считать, что это установочный ряд, и считаем петли. Так, раз, два, 3. Перекрещиваем. 4, 5,
6, 7. Снова перекрещиваем. Раз, два, три. Сколько у нас тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, еще 3 петли нужно провязать. Раз, два, три. Вот. Тоже нехорошо, если они будут слишком провисать. Из-за этого могут эти белые петли быть слишком большими. Ну вот как-то. Вот так. Я думаю, будет нормально. Провязываем белую. И теперь еще раз. Раз, два, три, 4. Перекрещиваем. Раз, два, три, 4. Так, здесь перекрестим. Раз, два, три. Сколько я провязала? 6 и 5. 11. И еще получается 2. Раз, два. Раз, два, три, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Правильно. И белый. 14 получается. Получается 14. И раз, два, три, 4. Раз. Будем считать, чтобы не пересчитывать по 100 раз. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Можно здесь вот перекрестить. 11, 12, 13. И 14 провязываем белой нитью. Так. Проверяем протяжки. И последнюю секцию вяжем тоже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь тоже можно перекрестить. 11, 12, 13. И вот этот ряд мы закончили. Я его назвала установочным. И теперь вяжем следующий ряд. Здесь уже начинается начало звезды.
В общем-то, в этом месте на самом деле схема перед вами. Я ее еще выложу. Точнее, когда я уже выпустила видео, скорее всего, схема уже есть в сообществе. В общем, схема перед вами. Вы можете уже самостоятельно провязать весь этот рисунок. Я тоже его провяжу и встречусь с вами. Я весь рисунок провязывать на видео не буду. Только самый вот установочный ряд, может быть, у кого-то возникают вопросы, что же делать с этими длинными протяжками. Вот, вы видели, что с ними нужно делать. Их нужно закреплять, перекрещивая сзади нити, и все у вас будет хорошо. В следующих рядах вопросов не должно быть. Ну, вот здесь вот еще будут длинные протяжки, тоже нужно будет перекрещивать. И вот здесь вот переходы между лепестками тоже нужно будет перекрещивать. Вот здесь получается 3, потом мы переходим на следующий ряд, это будет 4. Здесь вот перекрещивание. Ну и в последнем ряду, в принципе, то же самое, что и в первом. Вы все видели. Так что приступаем. Итак, вот я провязала весь узор. Вот что получается. И теперь нужно провязать полную высоту шапки. То есть еще нужно провязать, сколько я считала, 6 рядов. Получается, я провязала 30 и еще 6. А потом уже в следующем ряду можно начать закрывать. Итак, 6 рядов спустя будем закрывать макушку. Закрытие у нас элементарное. Этот ряд провязываем каждые 2 петли вместе. Так делаем до конца ряда. Вот, теперь из 18 петель у нас остается по 9 на каждой спице. Следующий ряд просто провязываем. И после этого снова идет ряд убавок. Опять провязываем по 2 петли вместе. Вот эти убавки нужно хорошо затягивать, чтобы не было дырочек. В общем-то, это вся премудрость. Можно еще один ряд провязать просто по кругу. И уже после этого обрезать нить, затянуть макушку. И в принципе шапочка у вас будет готова. Длина нити определяется очень просто. Вводите вот так вот вокруг макушки. Можно с нахлестом, чтобы было удобно шить, не была слишком короткая нить. И обрезаем. Теперь я беру толстую иглу. Надеваю нить. И переношу все петли с помощью иглы на нить.
Вот и все. Теперь плотность нити позволяет хорошо затягивать. Не остается никакой дырочки. И нить нужно закрепить. Как я закрепляю? Я просто прошиваю так вот насквозь. Раз. И потом, чтобы ниточка вышла где-то здесь, иголка, чтобы вышла где-то здесь, чтобы мы могли прошить как бы накрест. Так вот тоже раз, вышла сюда. И на черной пряже я понимаю, что этого совершенно не видно. Но если вы тоже вяжете черной, вы оцените это преимущество, когда не видно. Ну, в общем-то, можно еще буквально разик прошить и закрепить нить уже с изнанки. Я показываю, что на изнанке. Вот такие протяжки. Вот одна из длинных протяжек, она надежно закреплена. После стирки это все еще закрепится. И все, нигде ничего не тянет, не перетягивая слишком. И на данном этапе, если хотите, можете сделать помпон. Для этого я сняла отдельное видео, чтобы слишком не растягивать это. Ну а если помпон вы не хотите, то остается только сделать влажно-тепловую обработку, постирать шапочку. Не забывайте, что стирать нужно на определенном режиме или вручную и специальными средствами. Если видео вам понравилось, было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Впереди будет еще много всего интересного и полезного. Пока!